Сегодня поговорим о диджеинге. В первую очередь это страсть. На самом деле диджея очень демпингует рынок. Часто тебя пытаются споить? Да, бывает дело. Не работал бы на шару. Друзья, сегодня поговорим о диджеинге. Если вы хотите стать популярным диджеем, узнать, сколько зарабатывает диджей, узнать, когда спит диджей и спит ли он вообще, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно досмотрите это видео до конца, ведь в конце вас ждет приятный сюрприз. Начнем! И на все эти вопросы нам ответит известный диджей на VIP-тусовках, диджей Марк Ли. Привет, Марк. Приветствую. Ну что, рассказывай, ты стал диджеем, потому что это твоя страсть, либо потому что хотел просто заработать денег? В первую очередь это страсть. В детстве еще меня вдохновлял Тиесто. Я смотрел его видеоролики на YouTube, смотрел фестиваль Tomorrowland, очень известный, самый масштабный. Вдохновлялся этим. Я видел, как работают диджеи, как они дарят эмоции людям, как люди на это реагируют. Мне захотелось чего-нибудь тоже такого вот повторить, я начал заниматься. А вообще, чтобы диджеем стать, что нужно для этого? Нужно пройти просто курсы, можно самому научиться, либо нужно там специальное музыкальное образование, сольфеджио и так далее. Как это вообще происходит? Если есть музыкальное образование, то это будет огромным плюсом. Но можно быть и самоучкой. Если есть у тебя дома какое-то минимальное оборудование, можно научиться. Но в моем случае я заканчивал диджей-школу. У многих возникает вопрос, у меня в частности, когда я хочу стать диджеем. Это же нужно найти где-то треки, чтобы их там сводить, что-то с ними делать. Где их брать? Существует очень много сайтов, на которых можно покупать музыку. В моем случае это сайт Beatport. Я пользуюсь им, я там покупаю музыку. Мне очень нравится, там разные стили есть. То есть ты вот, музыку, которую ты играешь, ты выбираешь там этот свой стиль и, соответственно, можешь скачивать. А смотри, вот эти все треки, они популярны или там авторская музыка? Есть и популярные, но в основном это авторская музыка. А если вот у меня есть конкретная какая-то там, ну не знаю, допустим, там Алла Пугачева, я хочу сделать из нее микс, я могу его там купить или Нет. мне где-то? Нет, не можешь там купить. Это скачивается на различных сайтах. Я таких, честно говоря, не знаю. Вот, я пользуюсь только Битпортом. Ну вот, допустим, ты скачал музыку, как ты ее обработал, там создал, то, как ты это видишь. А что дальше с ней потом происходит? Как ты на ней зарабатываешь? Я их ставлю в свой сет, вот, и уже воспроизвожу на вечеринках. То есть просто на вечеринках и ничего более, да? Да. Тогда вопрос по поводу вечеринок. Я думаю, что большинство вечеринок, ну как общаясь с музыкантами, они любят более попсовую музыку. Насколько я знаю диджеев, они обычно любят такое что-то новое, никому неизвестное. Как ты находишь баланс между тем и другим? У меня есть коммерческая музыка, есть и в других стилях. Вот. Я на танцполе я уже смотрю по публике, как они реагируют на ту или иную музыку. Но у меня в плейлисте у меня есть, в принципе, разные стили. Я могу спокойно подстроиться под публику. Для меня это не составляет никаких проблем. А когда к тебе обращаются клиенты, они обычно указывают свои музыкальные предпочтения или говорят, там, сыграй, чтобы нам понравилось? Как это происходит? Есть клиенты, которые говорят, что они желают, какую музыку. Соответственно, я ее готовлю. Но есть клиенты, с которыми мы уже давно работаем. Они мне доверяют моему вкусу. Поэтому все зависит по ситуации. А если клиент, допустим, я, захочу, чтобы ты играл у меня исключительно шансон, согласишься ли на такое или как? Нет, конечно. Есть все-таки стили, которые я не соглашусь. Шансон, там, драм-н-бейс, дабстеп. С таким материалом я не работаю. По репертуару понятно, а часто ли бывают пьяные гости, которые, или может не пьяные, которые просят тебя поставить тот трек, который им нравится?
Конечно, бывают такие случаи, подходят, просят поставить 90-е, 80-е. Если я вижу, что есть возможность такая, вот, то, конечно же, могу поставить. Если я вижу, что нет такой возможности, что это повредит, может навредить моей репутации, то, конечно же, я не буду ставить. А можно вопрос, какая песня может навредить твоей репутации? Ну, смотри, если это в клубе, Да. вечеринка, и меня просят поставить там Филиппа Киркорова, Аллегрову, то когда много людей, то, конечно же, я не поставлю ни за какие деньги. А ты когда выступаешь как диджеем, тебе нужно оборудование, там вот эти все диски, штуки, диджейский пульт. Вот. Где ты его берешь или оно уже есть на месте? Ну, смотри, на некоторых локациях уже есть свое оборудование. Если нету, меня заказывают на вечеринку, то я беру в аренду. Насколько дорого это? Дорого. Дорого брать в аренду Ну, в цифрах аппаратуру. Это Коммерческая тайна? коммерческая тайна, да. Ну, в $300 уложусь. Смотря какую ты хочешь брать аппаратуру. Это зависит от оборудования, какой звук, на чем ты хочешь работать. То есть тут очень много факторов, на которые могут повлиять на цену. А есть какой-то минимум требований к этому оборудованию? То есть он должен быть какой-то или как? Ну смотри, вот я беру 2 топа, микшер и 2 CD-проигрывателя. Деки могут, так еще называют. Мне этого хватает с головой. Но можно играть с флешки, можно с макбука. А с интернетом можно? Нет, конечно. Поэтому хочу развеять, если там кто-то думает, что как-то можно с интернета, то нет. То есть, как минимум, всегда заготовленные треки ты с собой носишь? Конечно, да. То есть либо на флешке, либо на макбуке через программу, к программе, которой ты готовишь свой сет и воспроизводишь музыку. А сколько в среднем зарабатывают диджеи, допустим, по Киеву? На самом деле диджеи очень демпингуют рынок. Есть, которые за бесплатно вообще работают, и есть, которые там за 500, за 1000. То есть начиная, наверное, вот там может от 1000 за сет, да, и заканчивая, может, и 15 тысяч гривен, 20 тысяч гривен. Средний ценник это 1500-2000 гривен, если мы берем клубный диджей-сет. А насколько я знаю, ты работаешь только на частных вечеринках. А в клубах, в основном, да, в клубах, в ресторанах стараешься играть меньше, потому что там ценник ниже. Где самые высокие ценники вообще? Смотря в каком ты клубе еще выступаешь. Если мы берем топовые клубы, то там, в принципе, хорошие зарплаты. Если ты как резидент работаешь. Как приглашенный гость тоже хорошо платят. Раньше, когда начинал, чаще всего играл в клубах. Я в многих клубах киевских работал. Сейчас уже перешел более на другой уровень. Работаю на закрытых вечеринках, частных мероприятиях. Мне больше нравится. Это, во-первых, и заработок хороший, ну, и удовольствие больше получаю. А можно так сформулировать, что вначале ты в этих клубах, скажем так, набил себе имя, а потом уже начал на частных Да, вечеринках? можно так сказать. То есть большинство клиентов ты взял именно оттуда? Да. А вообще, если мы берем клиентов, как ты вообще находишь клиентов, как ты их ищешь, маркетинг, Инстаграм, реклама, агенты, какие у тебя методы? В начале карьеры я работал с менеджерами, которые занимались моим продвижением. Потом я от них отказался, но могу сказать так, что сейчас я не работаю над маркетингом, над пиаром. Ко мне обращаются либо уже клиенты, которые обо мне знают, либо там сарафанное радио. Смотри, все, наверное, хотят стать топовым диджеем, очень популярным и так далее, но далеко не у всех получается. А есть какие-то дополнительные методы заработка? Ну, допустим, открыть школу диджеев, продавать треки, еще какие-то. Как может еще диджей заработать, кроме своих выступлений? Ну, вот правильно ты сказал, что да, действительно, диджей может писать музыку, диджей-продюсер. Могут писать музыку, продавать ее. Они продают лейблам. Да, лейблы уже дальше уже реализуют музыку через различные контакты. Можно открыть свою студию звукозаписи, можно открыть школу диджеев. А я знаю, что, вот, допустим, сейчас многие фотографы, видеооператоры, те же музыканты, они записывают огромное количество там треков, музыки, там фоток и так далее, и заливают на так называемые банки фотографий, там, где они продают свое. Не пробовал ли ты такое и слышал ли, может, кто-то на этом зарабатывает? Из моих знакомых
нет таких, которые на этом зарабатывают, но я вот себе придумал такой заработок. Видел, что действительно у людей есть такая боль. Это у кого-то нет времени на то, чтобы найти музыку хорошую, качественную. Ко мне обращаются клиенты, в основном, там, запиши, Марго, запиши мне музыку в машину. Либо же там бутик, салоны. Вот. И я записываю либо миксы, либо же по отдельности готовлю плейлист. Мне говорят, какую музыку предпочитают, либо же, опять-таки, доверяются моему вкусу, и я уже как бы записываю. Как я знаю, твоя карьера была не только в Киеве, но ты еще на долгое время ездил в Дубаях и выступал там в разных известных клубах. Расскажи про свой опыт, понравилось, стоит ли оно того? Поездка в Дубай была очень интересная. Я получил массу удовольствия, получил колоссальный опыт. Публика там, конечно, отличается от украинской. Вот. Ну, я смог найти подход. В первую очередь опыта набрался. Я думаю, многих интересует, как ты там искал работу. То есть ты просто ходил в клубы или как это происходило? Многие думают, что можно только найти работу через агентство, но в моем случае это было так. Я чисто на импровизации подготовился дома, выписал заведения, клубы, рестораны, бары, где играют диджеи, где работают. Приехал на место и сам везде ходил, вот, разговаривал с арт-директорами. Потом меня уже пригласили. Это, конечно, не сразу. Нужно обойти. Ну, в моем случае это было 50. Да-да-да, около 50 заведений. Вот, и 2 заведения выстрелило. В итоге я выбрал один, в котором работал. Со мной заключили контракт. Я работал год. Также я там еще подрабатывал на различных закрытых вечеринках, на яхтах. Это был как мой дополнительный заработок. В итоге я получил, я опять-таки повторюсь, хороший опыт, с которым могу и поделиться здесь, в Украине. Планируешь еще раз туда поехать? Да, планирую. Планирую, скорее всего, что в новом сезоне уже. А вообще там ценник, ну, заработок, зарплата, как гонорар, как вы это называете? Гонорары мы называем. Раньше, года 3 назад, были очень хорошие гонорары. Сейчас рынок перенасыщен диджеями в Эмиратах. Соответственно, упали зарплаты. Человек, который профессионал своего дела, у которого опыт есть, потому что всегда там обращают внимание на то, где ты работал. Вот. На украинский опыт не обращают внимания. В основном это Европа, Америка, либо же вот в Эмиратах. Они смотрят, где ты работал, вот, как долго. Таким вот образом можно работать и получать хорошую зарплату, только когда у тебя есть опыт уже работы. Насколько я понимаю, смотрят когда на работу берут, ну, на опыт. А на что еще смотрят? Может, на популярность в Инстаграм, может, на то, как ты музыку красиво сводишь. На что еще смотрит твой работодатель, если это профессионал? Еще играет роль, если ты пишешь свою музыку, они могут прослушать твои миксы, посмотреть, как ты играешь, как ты работаешь на публику. То есть, насколько я понимаю, ты советуешь тем, кто ищут работу, во-первых, подготовить свои треки, ну, если они есть. Да. Второе, как-то где-то на видео записать, как ты работаешь. Да, желательно. Либо микс. Можно вот свой микс отправить им, они прослушают. Если им понравится, они тебя пригласят там на собеседование и попросят выступить, чтобы посмотреть, как ты работаешь. А по поводу вечеринок, особенно частных, я думаю, они просто наполнены какими-то забавными случаями, еще чем-то. Поделись каким-то самым забавным случаем из твоей практики. Ну, были такое, что подходили люди в нетрезвом состоянии, вот, с алкоголем. Часто тебя пытаются споить? Да, бывает дело, но я на работе стараюсь не пить. Там споить меня такого предлагают, конечно, я не. Что-нибудь запрещенное часто предлагают? Есть миф, что все диджеи употребляют. Вот именно, что это миф. Хочу развеять этот миф, да, потому что не все диджеи что-либо употребляют. Я отношусь к тем, кто не употребляет. Могу выпить немножко алкоголя, так, для настроения. По поводу твоей практики, в любом случае у тебя случались какие-то неприятные ситуации, факапы, фейлы, что-то забыл, что-то не сработало, музыку не записал. Какие самые такие вот живые вещи, чтобы наши зрители, которые будут этим заниматься,
чтобы они не повторяли. Вот по поводу факапов, да, действительно были, я думаю, как и у многих других артистов, не без этого. Было такое, что с оборудованием была проблема, зависла программа в ноутбуке, может быть, какие-то другие проблемы, связанные с локацией, да, это может что-то со звуком быть. Вот у меня было такое, что CD-проигрыватель завис, вот музыка выключилась, но главное не паниковать, да, вот у меня как раз был микрофон, разговаривал с публикой, вот, как ни в чем не бывало, и пытался сразу же устранить неполадки. Если бы ты сейчас начинал свою карьеру диджея заново, вот представь, ты только вот начинаешь, чего бы ты не делал то, что ты уже сделал? Не работал бы на шару. Ты работал бесплатно? Да, было, конечно, да, что я первых 2 месяца, да, я работал бесплатно, но потом у меня была карьерная лестница, я старался уже на этом зарабатывать. Ну что ж, теперь вопрос, который волнует всех, кто хочет себе на праздник заказать диджея. Как вообще выбирать диджея? Для меня это вот что-то, ну, все играют, у всех музыка. На что бы, если бы ты обратил внимание, если бы ты выбирал, что бы посоветовал? Я бы посоветовал посмотреть соцсети артиста, послушать его репертуар, посмотреть видеозаписи, как он выступает. В основном, чаще всего, артистов рекомендуют. Вот если я доверяю тебе, ты мне порекомендовал артиста, это будет плюс, конечно, но все равно я посмотрю, ознакомлюсь с его биографией, вот, и уже тогда буду принимать решение. У меня просто беда с фильмами. Мне часто советуют фильмы, я их начинаю смотреть и думаю, блин, друзья классные, но фильмы ужас. Поэтому вот интересует прагматичный подход. То есть в основном посмотреть соцсети, послушать, что они играют, и ну, кроме рекомендаций. Ну, конечно, смотри, у каждого свой вкус. Тебе может понравиться, да, как у тебя выступал артист на вечеринке, а мне может не понравиться. Поэтому нужно всегда слушать его репертуар, смотреть видеозаписи. Ну что, Марк, что ты посоветуешь своим будущим коллегам, которые нас сейчас смотрят? Я могу сказать так, ребят, научиться диджеингу не тяжело. Курс там буквально месяц. Тяжело все-таки пробиться, тяжело в написании. В моем случае я заканчивал диджей-школу. Советую тоже ребятам самообучаться, вот, стараться, действовать, пытаться пробиться, не стесняться. Если есть желание, то все получится, я уверен. Ну что ж, друзья, как вы услышали от Марка, самое главное – большое желание, сильный напор и стараться идти к тому, что вам нравится. И по традиции в конце каждого выпуска наш герой дарит вам подарок. Что это будет? Ребят, за самый лучший комментарий мой подарок будет один обучающий урок основ диджеинга в школе ProDJ. Ну что ж, друзья, подарок очень интересный. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал. До новых встреч! Пока!